У субботу Янка ехал для реки, над рекой Алена мила рушники. Милая Алена, броду земляку, покажи, броду земляку, где тут переехать на коне раку. В один из дней нашей экспедиции по Чернобыльской зоне мы заехали в село Теремцы, что находится в Иванковском районе зоны отчуждения. Село Теремцы очень интересное, оно находится в междуречье Днепра и Припяти и расположено в 23 километрах от города Чернобыль. В 1913 году в селе была построена церковь, уничтоженная в советское время, а в доаварийный период здесь работал клуб, 8-летняя школа, медпункт и библиотека. В Теремцах живет небольшая семья чернобыльских самоселов. Таким словом называют тех людей, кто по тем или иным причинам вернулся жить в брошенные дома зоны отчуждения. Быт самоселов очень простой. Они живут за счет приусадебного хозяйства, разводя огород и держа гусей, кур, а иногда коз и другой мелкий скот. Те, кто помоложе, иногда ходят на рыбалку или охоту. Раз в 50 дней в брошенные села приезжает автолавка Иванковского райпотребсоюза, которая привозит товары повседневного спроса, вроде лампочек, батареек, моющих средств и тому подобного. Немного помогает самоселам и администрация Иванковского района. Помогают с ремонтом домов, надзором за пожилыми гражданами, следят за исправностью линий электропередач, а также следят за обслуживанием колодцев и поставками дров. По большим религиозным праздникам также организуются автобусные поездки в церкви города Чернобыль, ну а пенсию многим самоселам привозят прямо в зону отчуждения. Ну а сейчас мы познакомимся с семьей самоселов из Чернобыльской зоны, которая живет прямо в центре села Теремцы и ведет небольшое хозяйство на 2 участках. Валентина Ивановна – бывшая жительница Припяти, которая работала в Припятской медсанчасти и в ночь аварии пыталась спасти пожарных и персонал ЧАЭС. Скоро була в нас по 3-го главного управління города Москви, тоді був Союз, Горбачов був. Я з усіма жила дружно і вважала, що все должно бути добре. Я не думала, що це таке може бути аварія, катастрофа. Ну, коротше, я вдома ночі, час 30 ночі, сплю. А такий був телефон у мене такий, ото що зелений, такий з тим, набираєш цифри. Аля, слушалка така. Я не встигла добіжати, дзвонок прекратився. Я так сіла вже, не сплю вже. Да думаю, мене ніхто не мог посміти розбудити серед ночі, чого і що. Так, зря. Щось таке є. Коротше, кажуть мені, що через то збор на скорий, і це ж у вас ждем. Я бистренько раз собралась в машину, скоро машина вже ждала мене коло порога. Приїхала, вже ще не було трошки більше, ніж час 30, вже може час 40 було, на часи я вже тоді ж не гляділа. Я приїхала, коли вже там на скорій помощі людно, шумно. Стойкі народа, атомщики ці всі у білих куртках, у білих штанях,
в бахілах таких білих. І у їх симптоми такі є тошнота, рвота, головокруження, бо у всіх. Не знали, може, а може і знали. Ми знали, де ми робимо. І знали, що атомна станція, і знали, що атомщики, медсанчасть построєна в основному була для сотрудників ЧАЕС. Поэтому так. Вже там Коротков був Константин Борисович, він був начальник санепідстанції, а в таких случаях екстремальних, да, що санепідстанція, це ж їхня робота тут в основному. Ну, коротше, ці дозиметричні прибори всі були включені, всі дзвонять, значить, гарна доза. Всі дзвонять, абсолютно дзвонять. А ми їх передіваємо, знімаємо з їх бахилиці, знімаємо з їх ці штані, куртки, пілотки, все. І промиваємо їм желудки, хоч чим-небудь облегчить состояние людей цих атом. А куда вы эту одежду? Вы ее понесли в подвал? Ми понесли в подвал, ну а куди ми... То есть, получается, это вы и сносили сами ее? Ні, ми саме санітарки. У мене була санітарка Свирідова, Тетяна Михайловна на моїй сім'ї була. Я робила тоді ще вахтовим методом, ще робила. Приїжджаємо у Зелений міст, построїли тоді, і в Зеленому місту срочно такими вагончиками. І тоді приїжджаємо на Зелений міст. Сьогодні, Валентина, ти будеш працювати у грудні-вересні 2 неділі. По 2 неділі вахта була у нас. Работає Валентина, отработала 2 неділі вдома. Ми їх переодіваємо і госпіталізуємо. Кому трохи легше, ми промиваємо їм желудки. Кого тяжелее, хто, ложимо його. Всіх виписали із стаціонару, абсолютно всіх. І заложили всіх атомщиками, і пожарниками, і всіми пострадавшими. Ой, про себе не думали ми тоді. Хтось каже, а фотоапарат, у вас фотографій немає. Я кажу, да, це буде ми з фотоапаратом на війну йти. Вертольот, така у нас двор такий великий в медсанчасті 126. І така, наче вертольотна площадка. Вертольоти із Москви, з Києва. Москва курувала Київ, наче нашу медсанчасть, але ж ми підчинялися в основному Москві. І тоді, хто дуже тяжелий, оде у вертольот, і кого на Москву. Коротков Константин Борисович, я ж казала, це був начальник санепідстанції, зараз він вже покойний, царство йому небесне. Він поїхав, каже, Валентина Івановна, поїхали, там все ж таки зараз скоро да, і будуть нас спасати. А я звінюся, куди? Ні, я кажу, нікуди не поїду. Ну, він поїхав, був там санітарний врач Степанушко Іван Ігнатійович, з дозиметричними приборами вже теж покойний, і операції на серце зробили, ще 3 операції, і желудка там і все, після аварії. Він пожив ще, пожив так трохи. Ася Васильівна Степанушко зараз боліє, теж головна медсестра медсанчасті нашої, роздає йод уже нам, сотрудникам. Все одно щитовідку дали. Цей йод помог чи не помог, але спасали себе ж хоч трохи, як могли. У мене окно якраз виходило на кухні, окно виходило до реактора такого. Бідно над реактором, вертольоти із марганцовкою, так вертольот чуть-чуть задихає, навіть чи кислороду не хватало, чи радіація там така велика була. Я в окно ж бачу. Та-т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 а, вертольот
і над тим над реактором. Думаю, льотчиків тих вже нема, всі, вони вже все повмерли. Царство їм небесне. Спасали нас. Тетя Валя, як ви себе почуваєте? Лучше всіх, але ніхто не завідує. На рибалку, мабуть, хочеться. Хочеться на рибалку. О, бачиш, то ж на рибалки я. Тетя Валя у нас рибачка така. Это интересно. От це бачу, де я коло лунки стою 2 роки тому. І окуні там є. Бачиш, окуні. В брошенном селе Теремцы Валентина Ивановна живет не одна, а с дочерью Викой и зятем Сашей. Вика работает на одном из предприятий в городе Чернобыль, а Саша помогает по хозяйству. И сейчас он немного расскажет нам о быте самоселов в зоне отчуждения. Ну, то домашние улюбленцы, так называемые, питомцы. Есть у нас 3 кошки, собака. Собака сейчас на охоте, потому что сейчас она лайка, то есть она на цепи, ну, мы не держим на цепи животных. То есть он гуляет сам по себе. Сейчас просто у косули гон, так он где-то их гоняет, бегает. Вот. А вообще животных тут очень много. То есть кабаны, косули, олени, лоси, рыси, волки. А соседи какие-то здесь у вас есть? Ну, конечно, есть. Тут село как бы, ну, вымирает уже все, ну, самоселы так называемые. Это зона все-таки. И как вот они остались после аварии, так и живут. Ну, еще дворов 10 еще есть в селе. И все уже старенькие, потому что новых жителей сюда как бы не пускают. А эти, ну, доживают. Не хотят. Никакими ковричками отсюда никого никогда не выгонишь. Ни за что. За любые миллионы никто отсюда никуда не уедет. Потому что здесь такое как место. Я сам сюда, когда попал первый раз, я понял, что я хочу здесь остаться навсегда. Потому что здесь я только почувствовал себя собой. Здесь нет времени. Вот в большом городе, в мегаполисе, да, там постоянный стресс, там постоянно куда-то бежишь, и постоянно куда-то опаздываешь. Здесь этого нет, здесь вообще времени нет. То есть тут не нужны часы, здесь все по солнцу. Потом, опять же, болезни. Вот в Киеве, когда я жил, да, я регулярно 2 раза в год чем-то заболевал. Регулярно. Здесь, фу-фу-фу, за 10 лет я вообще забыл, что такое даже насморк. То есть нету болячек, потому что нету заразы, она ниоткуда не приходит. Ну и сельская жизнь – это физические нагрузки постоянно. То есть, как бы, вот мне 60 лет, тут здоровье, как бы, оно прибавляется. Если в Киеве, когда я жил, когда работал в IT-технологии, то есть сидел за компьютером, я чувствовал, как я старею. А здесь я, наоборот, начинаю молодеть. Но на самом деле, когда бахнул Чернобыль, ветер был в ту сторону. То есть вся туча с основными осадками, она пошла туда. А тут как бы чисто. Даже если и есть радиация, ну, что такое радиация? Радиация, бояться ее. Да, если бы я был молодой, если бы я думал там о детях, об следующих поколениях, потому что радиация, она отражается на следующих поколениях. А мне бояться уже как бы ни к чему, она на меня. Люди, живут тут по 30 лет и нормально себя чувствуют. Да, кто там получил дозу, вот как вот у меня, например, теща, да, она работала непосредственно, эвакуировала этих пожарников, то есть на скорой помощи в момент аварии. Она получила такую большую дозу, да, у нее вырезали щитовидку, конечно, да, сейчас у нее по ногам это все ударило, то есть это было уже серьезно, а мне бояться, у меня уже внуки, тем более. Так что. Вообще это село Теремцы, но на новых картах, например, его уже как бы нету, на новых картах, на современных. То есть вообще у нас сделали вот это вот все, Чернобыльскую зону, биосферным заповедником. И это уже как бы населенных пунктов тут как бы нету. То есть как субъект территориальный. Нету такого. Вот у нас, когда вот кто-то уезжает, там,
допустим, по делам, то нам оставляют на хозяйство. Вот сейчас вот у меня на хозяйстве 12 кур и 3 гуся. А можно посмотреть, где это? Ну, как вот там снять, если недалеко? Не вопрос, идемте. Давайте посмотрим. Покажу. В 1987 году в зоне отчуждения проживало 1200 самоселов. Через 30 лет, в 2017 их осталось всего 135, а в 2021 году всего 107 человек. Современный мир 21 века живет здесь только в смартфонах и в изредка приезжающей автолавке. Большая земля кажется отсюда чем-то далеким и не совсем реальным. Реальны тени прошлого, со всех сторон обступающие небольшие обжитые островки в зоне отчуждения. Тут и там можно увидеть памятники уже далекой советской эпохи. Кстати, у памятников павшим на войне солдатам, жителям того или иного села, почти всегда можно увидеть цветы. В фельдшерском пункте села Теремцы, что расположен прямо у дома Валентины, Саши и Вики, уже много лет назад провалилась крыша. Штукатурка давно обсыпалась, обнажив саманные стены. Крыльцо провалилось, а на стену забрался то ли плющ, то ли дикий виноград. Каким-то чудом на дверях уцелела табличка с графиком работ. Это магазин, который тоже когда-то работал недалеко от дома Саши, Вики и Валентины. Сейчас магазин полностью заброшен. Его сложенные из темных бревен стены покосились, вывеска над входом давно стерлась, а о назначении постройки говорит только еще более-менее различимая надпись на ржавых металлических дверях. А это бывшая больница, здание которой сохранилось в одном из сел зоны отчуждения, что находится недалеко от села Теремцы. Заглянув внутрь, как-то очень хорошо понимаешь, что никакой новой жизни в чернобыльских селах не будет уже никогда.